Всем привет, с вами Амри, и сегодня мы поговорим об экономике в игре Medieval Dynasty. А именно, что лучше производить, чтобы заработать побольше денег. Зависит ли цена от продавца? И поговорим про навыки для эффективной торговли. Вначале начнем с простого. Зависит ли цена от продавца? Нет, никак не зависит. Мы можем продавать что угодно и кому угодно. Но если это краденые вещи, то их нельзя продать в той же деревне, в которой они были украдены. Теперь поговорим о продавцах и чем они торгуют. Самый простой способ узнать, где обитает необходимый нам продавец, это подойти к любому жителю и спросить о том, где мне найти такого-то продавца. А также таким способом легко узнать, где продается необходимая нам животинка. Расписывать, чем именно торгуют те или иные продавцы, смысла не вижу, так как все понятно и интуитивно. Что лучше производить на продажу? Первое, что лучше всего продается и является почти пассивным доходом, это семена с полей. Лен, овес, рожь и так далее. Эти культуры мы будем садить в любом случае, а после переработки и остатка лишних семян, которые не будут нужны для засева, их можно продать и заработать хорошие деньги. Второе. Болты. Курятники и гусятники можно поставить задачу добывать перья, помимо яиц. Плюс в хижине охотника также ставится эта задача. А вместе с большим количеством добываемых веток в дровяном сарае можно делать деревянные болты в огромных количествах в кузнице. Их производство дешево и весят они немного, а стоимость вполне неплохая. Таким образом мы можем заработать большое количество денежных средств даже в начале игры. Третье. Сапоги и мешочки. На этих товарах тоже можно хорошо заработать, если поставить крафт швейной лавки. Тем более для мешочков требуется только кожа, а для сапог кожа и мех, которая может быть добыта в больших количествах в хижине охотника. А при получении второго уровня хижины охотников становится больше и производительность сильно увеличивается. Таким образом у нас постоянно будет приток сырья и товаров на продажу. Четвертое. Инструменты. Каждый сезон мы в обязательном порядке ходим в шахту и добываем руду с камнями. Затем руда переплавляется, и из нее можно делать инструменты для рабочих, а излишек пойдет на продажу. Такую задачу необходимо поставить в кузницу. Для начала можно делать медные инструменты для рабочих, а бронзовые крафтить самому на продажу. А позже, когда производительность сильно повысится, можно делать бронзовые инструменты для жителей, а излишек инструментов продавать. Плюс останутся лишние медные слитки, которые мы можем пустить в производство. А после все это продается за звонкую монету. Какой инструмент лучше крафтить, сказать сложно, так как если производить ножи из пары слитков и палок, то их можно делать в больших количествах. Но такой крафт занимает больше времени и дешевле стоит, но его будет много и по весу легче. А если крафтить, например, кирки или топоры, то уже все будет наоборот. Что из этого будет эффективнее для вас, решать только вам. И необходимо ориентироваться на свободное время, а также срочно ли нужна прибыль. Пятое. Животноводство. На животинке можно заработать двумя способами. Во-первых, это прибыль с производимых ресурсов этих животных, шерсть на одежду, молоко и яйца на готовку и так далее. Во-вторых, это продажа лишних голов. Так, например, можно разводить ослов и коней. Да и гусаки с петухами не дают яиц. Следовательно, можно оставить только одного для размножения, а остальных на продажу. Шестое. Алкогольная продукция. Будет доступна только на поздних этапах игры и принесет хорошую прибыль, при условии наличия садов и налаженного производства. Но думаю, что когда мы этого достигнем, деньги уже не будут особо сильно нас заботить, а все внимание будет сосредоточено на украшении деревни в период пьянства. Навыки для торговли. При торговле и выполнении квестов у нас постепенно прокачивается навык дипломатии. И во второй ветке мы можем изучить навык бартера, который снижает стоимость товаров при покупке и увеличивает при продаже на 10-30% в зависимости от уровня навыка. Его прокачка является обязательной для получения максимальной прибыли. Также в дальнейшем можно прокачивать навыки, которые влияют на производительность жителей, что позволит нам экономить на ресурсах и получать больше прибыли. Базарная палатка. В поздних этапах игры у нас появится базарная палатка, в которую можно поставить собственного продавца, чтобы он торговал одним конкретным товаром, а прибыль, получаемая в день, будет зависеть от его максимального навыка торговли.
Благодаря этому товары, которые мы производили для продажи, будут автоматически продаваться, но эффективность такого способа будет поначалу лишь как дополнительный небольшой доход. Только гораздо позже, когда мы сможем позволить себе несколько таких палаток и рабочих, сильно прокачанных навыком дипломатии, вот тогда можно будет получать солидную прибыль и не париться с частыми разъездами по деревням. Несколько советов. Во-первых, не жалейте средств на покупку большой заплечной сумки и большого кисета, которые можно купить в деннике у швеи. Они помогут нам значительно увеличить нашу грузоподъемность. Также не скупитесь и купите железный топор с железной киркой. Эти инструменты сильно повысят нашу эффективность добычи руды и вырубки леса. Третье. Сейте как можно больше льна, а после появления свиней делайте побольше полей с необходимыми вам культурами. Это позволит нам неплохо зарабатывать на излишке семян. Это были основные советы для заработка денег в игре Medieval Dynasty. А какие способы заработка знаете вы? Делитесь в комментариях. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Для меня это будет стимулом развивать канал дальше. Ну а с вами был Амри. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.